Друзья, всех приветствую на своем канале, и сегодня будет сборка и покраска модели Титаника, а также я сделаю освещение внутри него. Эту модель я делал для диорамы, видеоролик о которой выйдет немного позже, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его. А также не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии. Сборка начинается, конечно же, с корпуса, он состоит из двух половинок, а также там внутри есть две детали, которые служат для того, чтобы он был более жестким. Сама по себе эта модель очень простая в сборке, здесь всего 150 деталей, и большую часть времени заняло именно освещение. После того, как я собрал корпус, необходимо было просверлить очень много отверстий. И, кстати говоря, освещение я буду делать самым простым и доступным способом, с помощью обычной гирлянды. Я подобрал практически самую короткую гирлянду, она имеет очень мелкие светодиоды, а ее провод гибкий, и все это в совокупности позволит удобно разместить ее внутри корпуса. Отверстий необходимо было сверлить очень много, поэтому микродрель я вставил в шуруповерт для того, чтобы хоть как-то ускорить этот процесс. В итоге я поломал два сверла и потратил несколько часов для того, чтобы сделать все эти отверстия. После сверления с помощью шлифовальной губки я убирал заусенцы с обратной стороны. Помимо корпуса, отверстия было необходимо сверлить и на палубных надстройках. После долгого сверления можно приступить к дальнейшей сборке. Я склеиваю части корпуса оставшиеся и приступаю к мелким деталям. Сборка не заняла большое количество времени, и основные части корабля я не стал склеивать между собой для удобства покраски и дальнейшей установки света. И также после сборки я сделал отверстия в надстройках. Для того, чтобы в модели свет был равномерным, я наметил для себя простую схему расположения светодиодов. И снова придется немного посверлить для того, чтобы свет доходил до верхних частей Титаника. Во внутренних частях деталей в палубах я сделаю большие отверстия диаметром 12 и 16 мм с помощью перьевых сверел.
А для того, чтобы светодиоды располагались в центральной части корпуса, я туда просто вклею кусок литника. И, наконец-таки, можно приступить к грунтовке, но для начала я буду грунтовать модель с обратной стороны. Это необходимо для того, чтобы светодиоды не просвечивали через те места, через которые они не должны, в общем-то, светить. Слой грунтовки я нанес достаточно толстый, чтобы было наверняка, и после его высыхания внутренней части я буду красить в металлик серебряного цвета для того, чтобы детали изнутри свет не поглощали, а отражали его, и таким образом он был ярче. То же самое я проделал и с корпусом, а на нижнюю его часть я просто постелил фольгу. Для грунтовки корпуса я буду использовать грунт цвета ржавчины, потому что он идеально подходит под последующую покраску красным цветом. Все белые элементы я буду, соответственно, покрывать белым грунтом. И все палубы, а также элементы, находящиеся на них, были покрыты грунтом белого цвета. Теперь можно приступить к покраске базового слоя. Для покраски подводной части корабля я буду использовать кирпично-красный цвет. Но прежде чем наносить эту краску на поверхность, по всей длине я приклею маскирующую ленту. Беру большую кисть и просто широкими размашистыми движениями наношу краску на поверхность. После того, как краска немного подсохла, убираю малярную ленту. И на этом этапе возникла небольшая проблема. Дело в том, что пароход обшит пластинами, и он, соответственно, неровный, поэтому нет возможности максимально плотно приклеить маскировочную ленту. А из-за того, что крашу я кистью, краска, соответственно, попала под эту ленту. Поэтому черный цвет я решил наносить от руки без использования ленты. Я выбрал не самый лучший момент для того, чтобы испортить свою модель, потому что основные работы были уже выполнены, но тем не менее, дрожащей рукой у меня получилось сделать достаточно ровную линию. После того, как краска подсохла, соответственно, убираю ленту, и, по-моему, для работы кистью без вспомогательных каких-то материалов получилось довольно неплохо. Далее перехожу к белому цвету. Покраска корпуса почти завершена, и теперь я перехожу к покраске палуб. После покраски палуб я крашу те детали, которые должны быть белыми.
И базовый слой завершается покраской мелочей. После модель необходимо немного оттонировать, но прежде чем это сделать, я покрою ее матовым лаком. Универсального цвета фильтра для всех этих цветов сразу нет, поэтому каждый из них я буду тонировать в отдельности. Для белого я использую серый фильтр. Для палубы и труб я использую фильтр коричневого цвета. Также на корпус я нанес немного серого фильтра для того, чтобы выделить его детализацию. После высыхания масла приступаю к финишной отделке. Для этого я буду использовать опять же матовый лак, но в этот раз добавлю в него немного глянцевого для того, чтобы цвет был поярче. Еще один очень важный элемент — это матовый пластик. Его я вклею внутрь корпуса для того, чтобы он рассеивал свет. И пока что на этом все. Можно установить светодиоды внутрь и посмотреть, как будет выглядеть модель. Но на данном этапе я ее не склеивал, я не делал такелаж, а также прямо в данный момент ко мне едут люди в масштабе 1:700. Не стал я его доделывать по одной простой причине, потому что я не решил, в каком положении он будет находиться на диораме. Просто плыть, врезаться в айсберг, либо же начинать тонуть. И вы можете повлиять на это решение, написав в комментарии, как мне лучше сделать. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю продуктивного творчества и до новых встреч. Скоро будет вторая часть.